Всем привет, друзья! Вы на канале Советы для дома. Сегодня мы с вами разберемся, как отмыть духовку. Если ваш духовой шкаф внутри выглядит вот так, жирные брызги, нагар, подтеки на стенках, не спешите покупать дорогую агрессивную химию для чистки. В этом видео я покажу вам простой способ, который отмоет жир и нагар почти без усилий. Все, что вам понадобится для очистки духовки, уже есть у вас дома. Возьмите мусорный пакет, отрежьте у него дно и разрежьте вдоль. В принципе, можно использовать любой другой пакет или газеты. Расстелите его перед духовкой, и теперь весь мусор, чистящая паста будут падать на пакет, и пол или ковер вы не запачкаете. Дальше нужно достать из духовки все решетки и противни. И с помощью бумажного полотенца или сухой тряпки убрать крупный мусор и крошки, которые есть на дне духовки. Подготовительные работы закончены, переходим к следующему этапу. Сейчас сделаем чистящую пасту, которую используем для мытья. В миску насыпьте 3 столовые ложки соды, я использую пищевую соду. Добавьте 1 столовую ложку средства для мытья посуды. И налейте немного воды. У меня самая горячая вода, которая течет из крана. Хорошо перемешивайте средства и смотрите на консистенцию. Должна получиться густая масса, как сметана. Если средство получилось жидкое, добавьте соды. Если густое, тогда воды. Я добавила немного соды. Наносить чистящую пасту лучше на влажные стенки, поэтому возьмите мокрую тряпку и протрите духовку. Дальше с помощью влажной губки наносим пасту на стенки, на дно и на дверцу духовки. Старайтесь не попадать на нагревательные элементы. У меня паста начала падать в отверстие на дне. Это не очень хорошо, дно в этой духовке не вынимается, поэтому эти отверстия лучше чем-то застелить. Чтобы паста сразу не высохла и дольше работала с загрязнениями, накройте ее сверху пищевой пленкой. Если нет пленки, можете использовать целлофановые пакеты. В некоторых духовках на боках могут быть металлические решетки, они съемные. Если не знаете, как их снять, посмотрите инструкцию. Без них вам намного легче будет мыть стенки духовки. Ну а как отмыть сами решетки, посмотрите в видео, которое появилось в подсказке вверху справа. На дверцу духовки тоже наношу пасту и накрываю сверху пленкой. Теперь закрываю духовку и оставляю ее минимум на 30 минут. Если она у вас была сильно грязная, лучше оставить на пару часов. После того, как пройдет время, поработает сода, поработает средство для мытья посуды, убирайте пленку, пакеты, берите влажную губку и приступайте к очистке духовки. Хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Жир – это органика, и со временем он затвердевает. Такой пастой вы легко его уберете. Если жир нагревается, то он становится нагаром. Чтобы его очистить, нужны средства посильнее. Эта паста по-прежнему подходит. Плюс нужно добавить механическую очистку. То есть поработать руками придется больше. Если не убрать нагар, то дальше он становится пригаром. В пригаре нет органики, поэтому никакая щелочь на него не подействует. Убрать пригар можно только механическим способом, например, стеклом для стеклокерамики. Думаю, суть вы уловили, да? Если сразу мыть духовку после готовки, когда она немного остынет, убрать жир вы сможете быстро и легко. Чем больше вы будете готовить в грязной духовке, тем дольше вы потом будете ее отмывать. Смотрите, сверху духовку я чищу этой же пастой, а вот сам нагревательный элемент я не трогаю. Жирные точки на стекле у меня отмылись на раз-два. Если у вас жир и подтеки внутри дверцы между стеклами, то жмите по ссылке, которая появилась вверху справа. В том видео я показала, как можно разобрать дверцу и хорошо там все вымыть.
В разных духовках дверцы разбираются по-разному, поэтому в описании оставлю ссылки на видео, где я мою другие духовки. Возможно, одна из них будет ваша. Чтобы во время мытья духовки не мучаться, не искать, как лучше к ней подлезть, советую снять дверцу духовки. Держится она на крючках с фиксаторами. Поднимаете фиксатор, чуть закрываете дверцу и снимаете ее. Подробно, как снять дверцу духовки и как вернуть ее на прежнее место, показала в отдельном видео. Ссылка на него сейчас появилась в правом углу. После того, как вымоете духовку, возьмите влажную тряпочку и уберите остатки чистящей пасты. Тряпку нужно каждый раз хорошо споласкивать под проточной водой. Если помимо духовки вам также нужно отмыть решетку, посмотрите видео, которое появилось в подсказке. Там я чистила очень грязную решетку, и самое главное, что долго тереть ничего не пришлось, вся грязь сама отошла. На чистой духовке без пасты будут очень хорошо видны темные точки, которые вы не домыли. Возьмите губкой немного пасты и точечно их дочищайте. Ну а теперь маленький секретик. Чтобы после мытья внутри духовки не остались белые разводы от соды, обрызгайте ее уксусом и протрите влажной тряпкой. Уксус удалит остатки загрязнений, уберет налет и дополнительно продезинфицирует. После уксуса обрызгиваю духовку внутри уже просто чистой водой. Все хорошо протираю. А затем вытираю духовку насухо. После чистки включите духовку на максимальную температуру примерно на 30 минут. Это поможет избавиться от остаточных запахов, и при приготовлении блюд после очистки вы не будете ощущать запах свежевымытой духовки. В дальнейшем вы можете значительно облегчить себе мытье духовки. После готовки на самый нижний уровень поставьте противень. В емкость насыпьте 1 или 2 столовые ложки соды, налейте горячую воду и хорошо перемешайте. Вылейте эту смесь на противень и добавьте еще примерно 2 литра горячей воды. Дальше включите духовку и прогрейте ее в течение 30 минут. После нагрева не открывайте сразу дверцу духовки, дайте пару минут, чтобы пар поработал. Раствор соды в противне закипит, пар осядет на стенки, мягко размягчит загрязнение, и вы очень быстро, без усилий, влажной тряпочкой все отмоете. Чистить духовку нужно, пока она теплая, но не горячая. Если вы будете постоянно поддерживать чистоту духовки, тогда нагара, а тем более пригара, внутри не будет. Вот так быстро, без едкой химии, можно отмыть духовку, чтобы она снова блестела и в принципе выглядела как новенькая. Напишите в комментариях, чем вы обычно чистите духовку и как часто вы это делаете. Есть ли у вас желание после готовки еще и мыть духовку, например. Если видео было полезно, ставьте лайк, также подписывайтесь на мой канал, впереди много простых и рабочих советов. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующем видео.